число женщин моложе 34 лет, которым трудно зачать или выносить ребенка, в последние годы удвоилось. Поэтому стало модно планировать материнство заранее, за 5 или даже 10 лет. Зачем рисковать? Тем более, что центров и специалистов, которые определят, насколько вы фертильны, то есть способны зачать и выносить, и помогут продлить ваш фертильный период, очень много. Для этого уже не нужно, как раньше, ехать за границу. (1) Сделать тест на овуляцию и возраст – основной фактор, влияющий на фертильность. Оптимальный период зачатия для большинства женщин – с 23 лет до 31 года. Потом фертильность начинает падать примерно на 3% ежегодно, и за 10 лет до наступления менопаузы зачать естественным путем становится уже проблематично. Рассчитать наступление времени Х нельзя, но ориентироваться нужно на цифру 41. У русских женщин климакс начинается в среднем в 51 год, а уже в 35 лет минус взять овуляцию под контроль. Проверить, в каждом ли цикле ваш организм вырабатывает яйцеклетку, вы можете самостоятельно, купив в аптеке домашний тест на овуляцию, Фраутест, Овуплан, Члярблуэ или любой другой марки. Тестироваться нужно 3-4 месяца подряд в течение 5 дней в середине цикла. Отрицательный результат – повод для визита к врачу и дальнейших исследований. (2) Заморозить яйцеклетку криоконсервация яйцеклетки – услуга пока редкая, хранение стоит около 17,000 рубль. В год, но через 12 лет, срок годности замороженной яйцеклетки, все окупится. Если решитесь, обратитесь в клинику, где делают ЭКО. Для начала придется сдать стандартные анализы на инфекции, пройти осмотр у гинеколога. Следующий этап – 2-недельный курс инъекций фолликулостимулирующих гормонов, которые начинают делать на 2-й день цикла. Таким образом, ваш организм заставит выработать за раз вместо 1-2 яйцеклеток рекордный десяток. Не для того, чтобы взять с вас побольше денег. Просто после разморозки рабочими будут только 3-4. Когда материал созреет, его извлекут. Процедура делается под общим наркозом и законсервируют для начала на год. Контракт с клиникой, где хранятся яйцеклетки, нужно ежегодно продлевать и делать это точно в срок, ради сохранности будущих детей. (3) Привести вес в порядок. Талия нужна не только для того, чтобы привлечь качественного отца-производителя. Недостаток, как и избыток, жира в организме может стать причиной гормонального дисбаланса. В результате у слишком крупных или слишком худых девушек выработка яйцеклеток яичниками нарушается. К счастью, не на совсем, а лишь пока вес не придет в норму. Для ее нормы определение бельгийский социолог и статистик Адольф Кетле придумал ИМТ – индекс массы тела.
Чтобы его рассчитать, нужно свою массу, в килограммах, разделить на квадрат ρ 100, в метрах. Считается, что ИМП потенциальной матери должен колебаться между 20 и 25 единицами. Выход за эти рамки – уже риск. Недавно в Нидерландах было проведено исследование, которое показало, что с каждой единицы выше отметки 29 фертильность падает на 4%. Уйти из большого спорта. Физическая нагрузка полезна. В разумных пределах. Американские врачи установили нормы для женщин, собирающихся в скором времени зачать, минус пробегать не более 10-12 километров в неделю и заниматься в спортзале не более 1 часа в день. Потому что если чересчур усердно кататься на велотренажере, может сбиться менструальный цикл или прекратится овуляция. В основном это связано с потерей жировой ткани, к чему мы, как правило, и стремимся. Однако жир является также источником и накопителем женских половых гормонов, эстрогенов. Поэтому при сбоях в цикле нужно немедленно прекратить тренировки. 5. Не пить кофе и бросить курить. Все, кто курит, знают, что это вредно. Но то, что химикаты, которые накапливаются в организме курильщицы, нарушают уровень эстрадиола, основного эстрогенного стероидного гормона, минус знают немногие. Чтобы отсрочить наступление менопаузы и повысить фертильность на 30%, нужно всего лишь бросить курить. Кстати, ваш подвиг уменьшит риск выкидыша в случае наступления беременности. Кофе, а также продукты, содержащие кофеин, можно не бросать насовсем. Просто снизьте дозу до 1 чашки в день. 6. Сменить рацион. Недавно в США вышла книга «3 Fertility Diet» – диета для фертильности. В ней представлены интересные данные. Например, что сладости, картофель, белый хлеб и прочая еда, богатая быстрыми углеводами, мешает овуляции, а медленные углеводы и продукты с высоким содержанием железа, наоборот, помогают зачать. Также тем, кто рано или поздно планирует стать мамой, рекомендуется есть побольше молочных продуктов, с как можно более высоким содержанием жира. Это повысит уровень женских гормонов эстрогенов. Что касается витаминов, особое внимание обратите на фолиевую кислоту, витамин В6, она увеличивает шансы зачать. Планируя беременность, примерно за полгода желательно начать принимать фолиевую кислоту и витамин С, в первой фазе цикла, и витамины Э и Е, во второй. Подобрать контрацептив при аморальных гормональных контрацептивов не вредит фертильности. Наоборот, когда таблетки подобраны грамотно, можно скорректировать гормональный фон. Что вам необходимо? Снизить уровень андрогенов или повысить уровень эстрогенов, минус покажет анализ крови на гормоны. Его придется сдать дважды, в обеих фазах цикла.
После этого врач назначит подходящий оральный контрацептив или же, если есть противопоказания, отсоветует их принимать. (8) Сделать УЗИ. Следите за здоровьем. Некоторые женские болезни дают о себе знать болями внизу живота и в пояснице, сбоями менструального цикла. Другие, такие как синдром поликистозных яичников, СПКЯ, или эндометриоз, умеют маскироваться. Или вообще бессимптомно таятся в организме, потихоньку разрушая репродуктивное здоровье. Но если каждые полгода посещать гинеколога и делать УЗИ органов малого таза, любое заболевание можно поймать на ранней стадии. (9) Не делать аборт. Аборт сам по себе не опасен и не лишает возможности родить здорового ребенка в будущем. Опасные осложнения после него – это, прежде всего, серьезный гормональный срыв, вне зависимости от того, будет это аборт медикаментозный или механический. Во втором случае высока вероятность травмы, которая может спровоцировать эндометриит, воспаление слизистой оболочки матки. Долго восстанавливаться или использовать надежные контрацептивы. Выбор очевиден. 10. Беречь мужчину. Теоретически он может стать отцом даже после 70 лет, но в половине случаев зачать ребенка не удается именно по его вине, из-за снижения количества подвижных сперматозоидов. Чтобы этого не случилось, ему достаточно выполнять два простых правила: не пережимать и не нагревать область мошонки. Конечно, вам вряд ли удастся уговорить мужчину отказаться от машины и сменить сидячую работу в офисе на полезный для здоровья и тяжелый физический труд. Но он может перестать подолгу держать ноутбук на коленях, спать в горячей ванне и в сауне, носить тесные трусы и ездить на велосипеде с неудобным сиденьем. И сексом, кстати, кое-кто мог бы заниматься чаще, 2-3 раза в неделю, в целях улучшения качества спермы. Все в голове. Научный руководитель Института перинатальной психологии и психологии репродуктивной сферы, профессор Галина Филиппова, объяснила, почему проблемы с зачатием часто связаны с душевным здоровьем и что с этим делать. Как влияет мозг на нашу способность забеременеть? Не поверите, он играет ключевую роль. Вы ведь должны действительно хотеть ребенка. Я имею в виду, что мотивация должна быть настолько сильной, что ваше желание родить должно быть вами принято внутри. Многие женщины удивляются: я ведь так хочу стать мамой, сознательно хочу. Но они не понимают, что внутри у них может быть сильное неосознаваемое сопротивление. В левом полушарии у всех млекопитающих есть участок мозга, который называется доминантом материнства. Он отвечает за организацию нашего поведения, связанного с рождением детей. А в правом полушарии есть другой важный центр, он называется доминанта тревоги.
Если он по каким-то причинам находится в возбужденном состоянии, то может подавлять доминанту материнства и, соответственно, способность зачать. То есть ваш собственный мозг, без вашего на то ведома, посылает сигналы телу: не беременей, это сейчас опасно. Если это происходит долго, могут начаться функциональные изменения во внутренних органах, прекратится овуляция, нарушится гормональный баланс и т.д. П. В каких случаях активизируется доминанта тревоги? Причина может быть любая нерешенная проблема, на которую вы реагируете. Огромное значение имеет ваше социальное окружение. Например, если у вас напряженные отношения со свекровью, собственной мамой или мужем, или вы боитесь, пусть даже подсознательно, что рождение ребенка ограничит вашу личную свободу, то доминанта тревоги будет постоянно возбуждена и вам сложно будет забеременеть. В моей практике нередко встречаются пары, у которых происходят скандалы как раз в период овуляции, как по часам. Минус и они, соответственно, в эти дни избегают близости. Возможно, и они неосознанно испытывают тревогу, не хотят ребенка, хотя сами это отрицают. Кстати, доминанта тревоги есть и у мужчин, она может подавлять активность спермы с тем же успехом, что и функцию яичников у женщин. У меня был пациент, которому мама в детстве все время говорила: «Да тебя 20 абортов сделала, а тебя, придурка, оставила, чтобы ты мне теперь жизнь портил». У него, соответственно, стоял блок на рождение собственных детей. Но бывают же женщины, которые залетают от ветра. У них нет подсознательного страха перед рождением детей или, например, той гиперответственности, которая свойственна многим успешным современным женщинам, испытывающим трудности с зачатием. Те, кто беременеет от ветра, по тем или иным причинам не боятся, что ребенок помешает им жить. Как эти блоки убрать? Часто беременность наступает, когда мы просто отпускаем проблему, перестаем напрягаться сами и напрягать партнера. Многие женщины с диагнозом бесплодия решают усыновить ребенка и потом неожиданно беременеют сами, иногда уже на стадии оформления усыновления. Происходит это потому, что они либо перестают испытывать стресс, мучить себя и мужа, чтобы зачать во что бы то ни стало, минус, либо просто внутренне принимают родительскую позицию. И тогда все получается. Вообще, женщине важно осознать свои страхи и выяснить, ребенок ей будет помогать или мешать. Многие боятся, что случится последнее, без веских оснований. Как вы помогаете женщинам? С каждой индивидуально мы изучаем семейную историю, в частности, какой образ матери носит в себе женщина. Как правило, он копируется с собственной мамы, и если он негативный, это тоже может помешать забеременеть, но обычно мы идем глубже и смотрим минимум 3-4 поколения семейных сценариев. Разумеется, разбираем и вашу сегодняшнюю жизненную ситуацию, на работе, с вашим мужчиной, родителями и т.д. П. В итоге выясняем ваш подсознательный план минус, ведь чаще всего вы сами прекрасно знаете, когда можно разрешить себе забеременеть.
В итоге мы разрабатываем ваш личный план материнства. Цена вопроса в Центре репродукции Южной Калифорнии, Southern California Reproduction Center. Один цикл заморозки яйцеклеток стоит $7000, но большинство делают несколько циклов, и тогда дают скидку. В России это стоит от 150 тысяч рублей плюс хранение, от 8 тысяч до 18 тысяч рублей в год. В Москве яйцеклетки можно заморозить в перинатальном медицинском центре, Центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулаковой в Европейском медицинском центре. Выход есть даже в том случае, если сперма вашего мужчины или ваши собственные яйцеклетки по каким-то причинам не годятся. В этих же центрах вам подскажут контакты банков донорского материала. Бывает же. Илона, 36 лет. Я забеременела от незнакомого человека 2 месяца назад. У меня родилась дочь от мужчины, чего имени я даже не знала. До этого мы с мужем безуспешно пытались зачать в течение 5 лет. Честно говоря, из нас двоих ребенка больше хотела я. Супруга и так все устраивала. У нас были общие интересы, общие друзья, в первое время неплохой секс. Правда, ему больше нравилась оральная история, но ради меня он раз в неделю исполнял супружеский долг как положено. Однако со временем постель из удовольствия превратилась в тяжелую работу. Муж зачастил в стриптиз-клубы, откуда возвращался, мягко говоря, нетрезвым. Или притворялся спящим и нарочно громко храпел. При этом к врачу идти не хотел, утверждая, что я бесплодна и стараться незачем. Но я была у многих врачей, и они сказали, что проблема не во мне. Однажды на дне рождения коллеги в ванной у меня случился секс с другом какого-то друга. Как говорится, по-быстрому. Удовольствия особого не было. Зато через 2 недели тест показал, что я беременна. Пока я решала, как сообщить об этом мужу, коллега рассказала все парню из ванной. Тот человек меня нашел, мы стали встречаться. От мужа я ушла, без особого сожаления. Мария, 45 лет. Без таблеток было бы проще, когда у меня появился парень. Мне было 16 лет, я пошла в женскую консультацию, чтобы мне выписали противозачаточные таблетки. Естественно, тайком от родителей. Вскоре я сильно растолстела. Пришлось все рассказать маме, которая всыпала мне по 1 число. Но исправить ничего было уже нельзя. Я так и осталась толстой. Хуже другое. У меня не получалось забеременеть. Лечение от бесплодия не давало результатов. Первые 3 года после свадьбы мы с мужем ужасно из-за этого переживали. Потом смирились. За 15 лет привыкли жить вдвоем, завели собак и вроде даже успокоились. А 4 года назад я забеременела. Выяснилось это случайно. У меня разболелся живот. Мы поехали в районную поликлинику и узнали, что я на 5-м месяце.
Все это время у меня сохранялись менструации, не было токсикоза, да и вообще никаких отклонений от нормы. Более того, я курила и не отказывала себе в других радостях жизни. К счастью, на дочке это никак не отразилось. Год назад, когда мне исполнилось 44, я родила еще и сына, тоже естественным путем. Думаю, пока на этом остановиться. Фото: Get Images.